Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Семен Уралов на связи прямо сейчас. Семен Сергеевич, здравствуйте. Приветствую, Александр, и всем зрителям также поклон. Вы знаете, как-то вот очень динамично, да, все происходит. Вчера Зеленский собирает тайно слуг народа, сегодня голосование в парламенте, ратификация вот этого преснопамятного соглашения на 100 лет с Британией. А Трамп в Британии, да, и вовсю уже серьезно пишут о том, что это ключевой момент, что Трамп и Чарльз встретятся, и Трамп изменит мнение об Украине и вообще происходящем в Украине. С российской стороны мы видим Лаврова, который как бы ну и Пескова тоже, он тоже делал заявление сегодня, которые как бы разоткровенничались, говорят, что обменов нет, контактов нет. В общем, то, что предложение на Аляске было какое-то сформулировано, отвергнуто, но Россия за глобальную какую-то договоренность. За какую глобальную договоренность и к чему все идет? Как вы вот считываете вот эти события? Когда речь идет о том, что Россия за глобальную договоренность, в смысле за мирные процессы, то речь касается не только пост-Украины, а это в первую очередь касается встречи России в Китае, да? Потому что мы увидели тех игроков, которые готовы играть в сценарий за пределами глобальной войны. Потому что американцы предлагают всем так или иначе какую-то форму глобальной войны, даже когда они говорят о мире. Ну, вот мы видели, да, что Израиль же уже как бы примирили, да, ну, в общем-то, он по новой продолжает действовать. Поэтому надо вот просто то, о чем говорит российская сторона, нужно разделять на две части. То есть, одна часть – это большая партия, которую ведут на, ну, часто называют глобальный юг. Мне не очень нравится это название, потому что Корея, например, это же север, да, ну, если так говорить. Там и климат, в общем-то, не очень южный. Вот. Поэтому это упрощение глобальный юг. Раньше у нас это назывались как развивающиеся страны, ну, например, да, или там страны, которые стали на антиколониальный путь развития. То есть, там же есть два типа стран, да. И, соответственно, вот то, что говорит Россия о мирных процессах глобального масштаба, это касается не пост-Украины. Пост Украины – это просто прецедент, на котором Россия демонстрирует, что с англосаксами в широком смысле, ну, то есть с американцами и с британцами, договариваться очень-очень сложно. А часто даже невозможно. Сейчас вот приведем пример с этим отличным голосованием по поводу столетнего, ну, отдачи Украины, да, на 100 лет. На что напирал 95-й квартал, да? Когда можно было еще пойти, так сказать, по мирному сценарию. О том, что он не может выполнить Минские соглашения. То это у него не получается, то это не получается, то я не лох, то, значит, фракция разбегается, да, потому что слишком много разных групп влияния. Но, как оказалось, все они могут. То есть, отдать Британии пост-Украину они могут. А выполнить Минские соглашения, ну, это же те же депутаты, это те же люди. Что бы вам мешало? Ведь по хорошему счету, если бы они проголосовали вот той толпой, которую они собрали, когда наконец-то у Зеленского получилось большинство, они бы давно приняли бы эти Минские соглашения, ну, имеется в виду, могли бы это сделать. И вообще никакого СВО бы не было, да? Поэтому мы видим четкую волю правящей элиты, что она готова идти на любые сценарии, связанные с эскалацией конфликта. Почему? Потому что я напоминаю, что о ключевой роли Британии, да, в этом конфликте. Потому что в самом начале СВО, когда, ну, вот СВО 1.0, то, что мы называем, да, когда был заход и под Киев, и под все остальное, собственно, то, что называется стамбульский трек на языке вот этом вот дипломатическом, да, его же Британия обломала, да, это же был сценарий Джонсона, который недавно у нас в Одессе оказался, да, и забавно фотографировался на фоне трофейного оружия, да, которое получено было в ходе схожего конфликта, да, вот, когда все, так сказать, европейские гегемоны того времени объединились и вместе, собственно, рвали, как они считали, пасть медведю, да. Вот. Поэтому это очень история, с одной стороны, символичная, а с другой стороны, просто британцы, они наследники древней колониальной культуры, да, и управления вот этими
колониальными народами. И это очень тревожный звоночек, когда появляется большинство, которое, несмотря на то, что депутаты разбежались, несмотря на то, что есть кризис, а вот за это они готовы голосовать. О чем это говорит? Это говорит о том, что их интересы очень плотно повязаны, судя по всему, с Британией. Мы же видим, как даже оппозиционные политики из числа Зеленского, которые в том числе ваши собеседники, да, одессит, вот, где он находится? В Великобритании. Вот. Судя по всему, элита очень сильно взята за текстикулы. Вот. Видать, там находятся все сестры, жены, братья, дедушки. Вот. И, в общем-то, мы видим переход на... Это не новый этап. Просто кто-то элиту вот эту управляемую, вождей индийских, их кто-то должен вытанцовывать. Потому что иначе с ними будет происходить непонятно что. Они, во-первых, все разворовывают, во-вторых, они не очень управляемые. И искусство управления элитами колониальное – это постоянное их сталкивание между собой. То, что называется «разделяя и властвуй». Да? И в этом смысле, с моей точки зрения, сценарий будет следующим. Платит за все старая Европа. США обеспечивают общую крышу и поставляет вооружение, на этом зарабатывают. А, собственно, управление политическими процессами, да, то есть вот работа с этими элитами, да, то есть постоянное их самое главное провоцирование между ними конфликтов, и главное в этом колониальном управлении, что там должен быть все время кто-то лишний, кого-то должны все время выбивать, вот, судить в том числе за коррупцию на внешнем рынке, за разворовывание денег белых господ, для того, чтобы держать местных в страхе. Потому что в чем особенность? Гарантии даются первым лицам, там, глава государства, еще какой-то ряд их людей. А вот все остальные, которые погрязли в этом бизнесе на кровавой войне, они абсолютно управляемые. И это, в общем-то, метод, с помощью которого они зачистили индейцев, целый континент. Потом они таким образом в Мексике действуют. То есть, ничего нового. Вот. И мне очень жаль украинскую элиту, которая слилась под британцев, потому что, как показывает опыт, эти потом кидают и тех, кто на них работал. Вот. Это, в общем-то, эта продажа состоялась уже финальная. Смотрите, тут такой момент специфический. Трамп едет в Лондон с пакетом договоренностей Аляски. То есть было что-то конкретное. То есть можем гадать, можем по разведпризнакам чего-то догадываться, но мы же помним вот это обмен землями, как они, да, вот проталкивали какие-то вот эти моменты. Зеленский должен пойти на сделку, сказал Трамп, вот буквально там вчера или позавчера по их времени, по их часовым поясам. То есть Трамп едет, Трамп не тот человек, которого можно вот так взять и сломать и переубедить. Да, то есть поставить в стойло всех остальных политических лидеров. По крайней мере, создается такое впечатление. Потому что, если так разобраться, у Трампа очень тяжелый путь. Там есть конспирология, что на самом деле никто в него не стрелял, там вот это все. Но, подождите, Кирка, или как правильно американисты говорят, Кёрка, убили. В принципе, за то же самое. Да, там вырисовали, обставили эту схему, там психоодиночки молодого человека, который там сожительствовал с непонятного пола тоже гражданином и сошел на этом фоне с ума. Но это ведь действительно очень опасная игра. И сам Трамп, приезжая в Лондон, ему там разворачивают вот эти плакаты, проекцию, делают фото с Эпштейном, как бы намекают, не то что намекают, а прям, срывают фактически визит помпезный, с самолетами, с гвардейцами, с вот этим всем, то есть пафосом британским. Очень неоднозначный выбор у Трампа. Получается, что тут или пан, или пропал. И от Трампа сейчас зависит, да, то есть или Трамп Британию, или Британия Трампа. Откуда, скажите, пожалуйста, взялась вот эта история? Это прям вот гуляет. Вот смотрите. Вашингтонский обком. АЦК Британии. Может, пора как-то на современный лад все переиначить? Это тип конспирологии, который у нас очень популярен, особенно
в русской культуре, ну, вот это же англичанка гадит, это, в общем-то, стало притчей во языцах. Это связано с чем? Это связано с тем, что на самом деле эмиграция капитала в США в постсоветское время была ничтожной. А вот иммиграция капиталов конкретно в Лондониум, вот, это было, в общем-то, всеобщее явление. Даже вот в Донецке, когда аэропорт работал после евро, да, ну, там в Лондон стабильно летали. В Новосибирск не долетишь, в Нижний Новгород не долетишь, а в Лондон добро пожаловать. То же самое было связано и с Минском, и со всем остальным. Это на самом деле связано исключительно с особенностью оборота финансового капитала. Что британцы на протяжении последних 300 лет в принципе обеспечивали амнистию капитала. Это повелось еще со времен там, Фрэнсиса Дрейка и прочих пиратов. То есть, это то, что вот Павел Щелин у вас активно разбирает про этику, которая следует из онтологии. Да? Ну, пиратская этика, она особая. Она в чем заключается? За пределами Лондона мы можем творить все, что хотим, вешать, убивать, грабить. А потом, когда мы возвращаемся, то здесь у нас свои правила поведения, своя этика, и вообще мы себя ведем здесь особенно. Это вот, собственно, островная такая психология. Это было замечено многими. У нас об этом много и Достоевский писал, особенно в работах там «Игрок», где он с европейцами пересекается в казино как раз. Он там много сравнивает, чем англичане от французов отличаются и так далее. Это есть особенность островная психология, вот, которая была в чем? Сделка, которая была в 90-е годы, что с острова выдачи нет. Вы оттуда, вы там воруете все, что хотите у себя, вообще делаете все, что хотите. А на острове, в общем-то, мы вас прикроем. И это практика, которая сформировалась за последние 30 лет. Мы увидели, как даже наши элиты попали в это все, в том числе российские. Ну, вот я напоминаю, как там Фридман, наши олигархи. Ну, кстати, они же корнями украинскими сидели под домашним арестом. Абрамович еле ноги сделал. Вот. Поэтому они в эту ловушку заманивали давно. И ее можно сравнить, если на уровне метафоры, это как пасечник, которому пчелы мед собирают. Пчелы-то, в общем-то, думают, что мед принадлежит им. И какое-то время эта иллюзия даже работает. Но в определенный момент приходит пасечник, забирает соты, вот, а пчелы кому повезло, кому не повезло. И вот этот процесс, он, в общем-то, развернулся уже достаточно давно, когда Путин говорил нашим коммерсантам, что возвращайте деньги из офшоров, иначе замучаетесь пыль глотать их возвращать. Это середина 2000-х. Просто сейчас мы находимся в финале этого процесса, когда захлопывается, так сказать, ловушка. И быть трансграничным бизнесменом уже невозможно. Ну, по крайней мере, для значительной части постсоветского пространства. Казахские коммерсы еще петляют. Вот. Ну, каждый по-своему. Но рано или поздно это все закроется, и надо будет выбирать. Ну, и, соответственно, внутри этого всего США используют вот эту вот зависимость, потому что она-то от Британии так не зависит, вот, ну, имеется в виду, как остальное пространство. И британцы, они просто продают своему старшему партнеру, что они большие специалисты по организации колониального управления. Вот. В частности, самая яркая у них спецоперация, я считаю, это была история с Азербайджаном и Арменией. Да? Это вот прям британцы отлично отработали, это вот в их собственном стиле. И поэтому сейчас, с моей точки зрения, проходит у них утрясание партнерства, потому что между США и Британией очень сложные отношения. Там, с одной стороны, между ними отношения конкуренции, в первую очередь за то, кто будет главным финансовым центром. То есть, все-таки лондонская биржа или нью-йоркская. Вот. Это давняя конкуренция, которая уходит корнями еще в конец 19 века. Тут надо читать классиков вроде Драйзера или Джека Лондона. Вот. И этот процесс тянется, я говорю, очень давно. Потому что фунт перестал быть резервной валютой как раз в середине 20 века. То есть, все-таки первую половину 20 века он сохранялся, теперь он остался. И единственное, что осталось сейчас у британцев, это продавать свое умение колониального собственного управления. Если мы посмотрим, что самый больший психоз у них проходит не по поводу России, а по поводу участия Индии в совместных учениях российско-белорусских. И вообще вот этот вот трек
связаны с тем, что Индия постепенно склоняется к интеграции континентальной. Потому что самый страшный сон для британцев – это если их колония, с одной стороны, прекращает свои противоречия с Китаем. Вот. И именно под эти задачи, с моей точки зрения, Майдан сейчас разворачивается в Непале. Это именно страна, которая находится между Китаем и Индией. И вообще, ну, этот Индокитай, это вот эти все страны, это всегда было зоной риска особая. И второе, это стратегический альянс. Ну, у нас же что такое Китай, Индия и Россия? Да? Россия – это кладовая континентальная и мировая, а Индия с Китаем – это мастерские мировые. Вот. И, соответственно, если кладовая с мастерскими договариваются за скобками держат, ну, тех, кто обеспечивает торговый мировой баланс, да, за счет логистики и финансов, да, потому что, ну, на чем все держится, да? Мы определяем цены в долларе в США, либо на бирже, и второе – морская торговля, которую они контролируют. Ну, и, в общем, если мы посмотрим, то самые главные войны, которые сейчас ведут британцы против России, это против флота, вот, и серого, и танкерного, и по поставкам по Северному морскому пути. В общем, им это важно самое главное. И второе, это потенциальные двухсторонние отношения между Россией и Индией. Вот, потому что здесь еще становится на повестке ключевая роль Ирана. Потому что вот этот вот коридор север-юг, это то, о чем, в общем-то, мечтал еще Петр Первый. То есть, проложить путь в Персию и в Индию, минуя всех остальных игроков. Да? Потому что все остальное мы упираемся либо в проливы и начинаем зависеть. А мы же помним, что, допустим, из того же Средиземного моря вот, как бы, пролив все равно контролируют британцы. Да? И поэтому у России ключевая ставка делается на континентальную интеграцию, причем интеграцию сухопутную. И здесь как раз совпадают интересы России, Индии и Китая. И поэтому я думаю, что британцы в первую очередь будут работать не на кризисе на пост Украины. Это один из локальных кризисов. У них одновременно Закавказье и Средняя Азия. И я вот думаю, что нам надо ждать конфликтов именно в этих зонах, потому что американцы там представлены слабо. И второе, от чего на чем строятся отношения кооперации, вот, ну, то, что называется мягкая сила и прочие технологии влияния, это то, что британцы простроили еще институты влияния непосредственно в республиках постсоветских. Это банки, и это является основным, вообще ключевым инструментом их влияния. Вот в частности, например, в Казахстане, там даже была создана, ну, сейчас, по-моему, это закрывают, отдельный международный финансовый центр Астана, который жил по своим, ну, то есть он жил по британскому праву островному. И вот все, кто становился резидентом вот этого, ну, экономической зоны, вот, там даже главным был, ну, как руководителем, да, то есть арбитром, один из высоких судей, ну, из Лондона, да, то есть прям британский судья. Поэтому финансовый капитал Британии присутствует практически на всем постсоветском пространстве. Он проникает намного глубже, чем капитал штатовский, потому что, ну, штатовский капитал, он корпорациями представлен, какие-то крупные проекты. А британский капитал проникает везде. Поэтому это мы имеем дело с кооперативными отношениями. Нужно четко разделять. Есть отношения конкуренции между США и Британией внутри Евроатлантики, западного мира. Там они могут конкурировать. А на внешних треках они выступают в отношениях кооперации. Как это устроено, можно хорошо увидеть на примере отношений, например, России с Белоруссией. Вот там, где у нас товаропроизводители конкурируют, там вообще может там, какие конфликты быть, до судов доходить, да? Но когда вместе заходят на какой-то новый рынок, вот, то там очень отличная кооперация, помогают друг другу. Поэтому, с моей точки зрения, это способность вступать в кооперативные отношения, это свидетельство высокоразвитости политической и государственной системы. Потому что большинство государств, они упираются на своем национальном эгоизме.
они ничего не могут уступить и не способны вступать в союзные отношения. Поэтому тут бы я не считаю, что тут Трампа куда-то кто-то нагибает. Я считаю, тут Трамп просто продолжает свою партию по делегированию ответственности в этом кризисе. Потому что концепция Байдена и первая была какая? Мы главные, вы все делаете то, что мы скажем. А Трамп сейчас делает другую ситуацию. Он такую, операцию И свою проводит. Да? Вот с моей точки зрения, что происходит. Тогда давайте трезво посмотрим на всю ситуацию. Конечно, можно набрасывать заявление Зеленского о том, что вот, пройдут годы, россияне будут каяться и просить прощения. Говорит Зеленский, которому Урсула выписывает, внимание, репарационный кредит. То есть кредит с процентами, кредит. Репарации когда-нибудь заплатите. То есть репарационный кредит. Это прям вот есть варианты, говорит, сейчас использовать активы, это вот все. И он говорит о каком-то вот таком будущем. Он кричит, что Донбасс не отдаст. Он кричит, что там, в общем, Трамп, прояви смелость. Прям взывает к нему. Стармер, давай, повлияй на Трампа. То есть тут возникает, знаете, какой момент? Мысль такая достаточно специфическая. Так а может, вот так вспомнили операцию И, да? Так а может в этом-то и весь ключ к окончанию войны? То есть, что я имею в виду? Вот мы же все как привыкли здесь анализировать глубоко, сопоставлять исторические факты, каким-то образом там параллельные линии, политики и национальный интерес, островное право и островная психология там колониальная, которая там в крови, культуры, вот это все, да? Может, все проще? Как это? Операция И. Все украдено до нас. Собственно, нужно, как говорится, поджечь сарай. Да? Если Украина там в том формате, за который выписано, борется сейчас, это по законодательству в Украине война за независимость. Если вот она сохраняется, да, каким-то образом и обременяется договоренностями, имеется в виду там территориальными, обмен земель, каким-то там нейтральным статусом, вот эти истории, которые Лавров пересказывает о том, что гонение на церковь, русский язык, типа обсуждали мы с американцами, вот это вот все, то тогда логично, что ему же первому Зеленскому зададут вопросы. Ага, а ну-ка давай-ка. А вот это, а вот здесь, а тут закупки, а здесь вот это, а куда ушли эти деньги, а здесь вот волонтерка В общем, много вопросов. А когда сарай подожжен, в принципе, и сгорит уже, там вопроса и нечему, не по какому поводу будет задавать. Может быть, в этом глобальная стратегия, и все проще, без вот этих всех, скажем так, политических, аналитических изысков, которые, генерируются в режиме реального времени. Оно одно без другого не бывает, потому что когда ты даже вскрываешь схемы действительно редко бывают очень сложными. Потому что в политике, особенно когда политика вышла в острую фазу войны, то, конечно же, слишком сложных схем искать бессмысленно. Но для того, чтобы проверить, правдоподобна ли эта схема и не является ли это самооблучение вообще пропагандой и какими-то фантазиями, то, конечно же, эти схемы нужно разбирать с помощью сложных методов, да, чтобы вскрыть в них. Это как решение упражнения математического нам дают. В финале ты, когда все сокращения проведешь, конечно же, останется простое число. Да? Но нужно провести все-таки эти исчисления, да, найти общие знаменатели и прочие вещи. Смотрите, то, что вот вы описываете про бесконечную войну и бизнес на ней, у меня метафора биореактора. Давайте, если взяли метафору сарая, его можно было бы потушить. Но просто особенность в чем? Что сарай пристроен к еще большему сараю. Вообще-то сараем столица называлась в Орде. Ничего в этом нет такого. Да? И когда вот этот вот сарай поменьше начали поджигать активно в 2014 году, часть сарая сказала: нет, мы не хотим с вами гореть, мы пристраиваемся к другому большому сараю. Да? А потом произошел еще и второй, то есть и потом уже его активно подливали бензинчик.
А теперь же что происходит? Мало того, что горит сарай, так еще соседи участки, да, они еще поставили какие-то там ветродуйные машины, да, и всячески направляют, чтобы соседний сарай еще загорелся, да. И вот обитатели большого сарая, они уже понимают, что сейчас все сгорит, их и сарай, и хата, да, они побежали тушить то, что загорелось. И вот когда это то, что загорелось, соседи, которые активно бензинщика в пожар поджигали и еще всячески подзуживали обитателей первого сарая. Да ничего страшного. Оно быстрее сгорит, мы новый евросарай построим. В этом же была идеология. Мы должны убежать от совка, убежать от России. И тогда, может быть, разровняем на этом месте, построим новую настоящую украинскую. Нет, а оно горит. Вот. Поэтому сейчас есть ситуация следующая. Оно уже горит. И никто, кроме обитателя большого сарая или хаты, если мы берем поговорку «сгорел сарай, гори и хата», желающих тушить нету. Вот. А что делают наши бледнолицые братья? Они пользуются тем, что отшибло мозг у жителей, особенно пост-Украины, вот, ну и у наших тоже значительно отшибло. Вот идет процесс горения, например, когда масло горит. Мы же знаем, недавно был ролик, как там в Питере глупые официантки, вот как всегда это происходит, горящее масло пытались водой потушить. И вот именно это Запад и делает. Происходит горение масла, они говорят, мы вам еще водички привезли. Вода же тушит, а химические процессы такие, что водой тушить нельзя. И вот сейчас, если мы берем вот эти вот метафоры, то они растягивают горение сарая. То есть им нужно сделать так, чтобы он горел как можно дольше. И они придумали отличную формулу, которую выразил, собственно, Зеленский, что пока вся Украина не захвачена, війна тримає. То есть это Не, мы перемога. побеждаем. Мы побеждаем. Перемога, да, да. То есть даже не борьба, это перемога. И эта модель очень хорошо ложится на то, что было в нашей истории не так давно. Сегодня же, кстати, важный день. Не знаю, в курсе, не в курсе, у соседей даже праздник государственный. 17 сентября. Это день, его называли сначала польский поход Красной Армии, потом освободительный поход Красной Армии. В Беларуси это день народного единства. Вот. К сожалению, белорусам нужно было пройти через кризис 2020 года для того, чтобы осознать, что события 1939 года это были ключевые события вообще в истории страны и государства. И я просто хочу напомнить, что мы же вот этот вот поход 1939 года, он же был двойной. Сначала 1939, а потом 1944 года. А случился он не от хорошей жизни, а случился он потому, что на протяжении всех 20 лет вот в межвоенной Польше на территории нынешних областей западноукраинских и западно-белорусских действовали вполне конкретные диверсанты, которые постоянно засылались на территорию Советского Союза. Одного из таких диверсантов даже поймали, и он потом у Довженко сыграл самого себя в фильме. Это атаман Тютюнник. Вот. Это вот такие были походные боевые группы, которые... Куда смылся идеолог украинского национализма из Мелитополя? Вот. Во Львове он сидел. Вот. И поэтому концепция межвоенной Польши заключалась в том, что мы отгородимся от советской России буферными зонами. Буферными зонами в виде Прибалтики, в виде и всходних кресов. И из этих всходних кресов мы будем постоянно создавать угрозы. Тогда просто дронов не было. Тогда налеты делали на лошадях и по этим самым. Но это продолжалось почти 20 лет. И похожая ситуация была и в Румынии с оккупированной Бессарабией. И в этом смысле Советский Союз, может быть, и признал бы изменение этих границ. Но угрозы сохранялись с 18 года фактически до 1939 года. А потом, когда пришли немцы, оказалось, что фашисты уже, то вся агентура, которая работала в том числе на польскую разведку, она активно перешла работать уже на фашистов. Вот. И вот эти вот походовые группы ауновские, которые были в первых числах, они были сформированы заранее, причем сформированы они были в Кракове. Вот таким образом все это было взаимосвязано. И для чего я рассказываю? Это важнейшие события. Я еще помню, когда праздновался этот день в советской Украине, 17 сентября. Сейчас о нем просто забыли. Хотя это важнейшее событие, которое нам говорит о следующем.
никто не может обеспечить единство украинского народа, вот, и народов, кроме всех остальных народов, ну, имеется в виду в первую очередь России. Потому что сколько лет находилась под внешней властью территория той же Западной Украины? На протяжении почти 500 лет. Вот. И, в общем-то, все эти конфликты, начиная еще там, с униатства, они тянулись. Давным-давно шла эта подрывная борьба. И решен был вопрос только в 1939 году радикальными методами. А сейчас Россию подталкивают к такому же сценарию, потому что если Украина побеждает, пока она вся не захвачена, то никакого способа, кроме как идти по стопам наших предков, вот как они это сделали 17 сентября 1939 года, у нас просто нету. Ну, опять-таки, видите, цивилизация же, она идет вперед, можно же договориться, можно же сторговаться, можно же каким-то образом... Помните, был период очень активно история, а давайте там выкупим условно, да, там, долги выкупим, там, ну, как когда купчая на Киев была, вот эти все моменты. Вот так можно решить вопросы. То есть экономическое должно превалировать как бы. Но хотя вот если посмотреть сейчас на Россия готова выкупать, Александр. Ну, посмотрите, какие инвестиции идут во все новые регионы. Они даже не признаны. Не-не-не, стойте. Я имею в виду выкупить войну. То есть, ну, чтобы войны не было и как бы с деньгами. Так наши готовы выкупать. Я просто напоминаю, накануне СВО был проигран суд России. Вот этот вот Стокгольмский, или как он там назывался, да? Когда Зеленскому, молодому руководителю, это явно был подыгрыш. То есть, ему сколько-то там, 4 или 5 ярдов, в общем-то. Это была форма, ну, подкупа, не подкупа, ну, в общем, стимулирования, скажем так. И это просто очень важно для понимания. Зеленский отказался от этого. Смотрите, что было. Минские соглашения, Порошенко все время отмазывался, что он не может их выполнить, потому что у него нет большинства. И наши долго ждали, пока он сменится. Я напоминаю, сначала сменился Зеленский, а потом он еще провел свое зеленое большинство. И тогда произошла история, что давайте договариваться. Александр, позиция России в большинстве случаев, если можно решить проблемы деньгами, давайте решать. И вся канитель с Минскими соглашениями, это и была история попытаться решить деньгами. Я сейчас приведу в чем пример. Смотрите, по тем же Минским соглашениям ДНР и ЛНР должны были стать автономиями в составе Украины. Да? Но при этом Россия долгие годы там выплачивала пенсии. Даже теоретически можно было потерять. Смотрим то же самое. Приднестровье. Никогда Россия не говорила, что вот мы прям возьмем и включим, да, Приднестровье в состав. Но пенсии всем выплачиваются. Вот. Те, которые стоят миротворцы, им тоже платятся зарплаты, как российским военнослужащим. Ни одного теракта не было в Молдове за все это время. Вот просто приведем пример. Вот сидят сепаратисты на Днестре уже сколько лет. Ни одного не было вообще, ни попытки, никогда ничего. Россия всегда пытается изначально договориться. Но в случае с Украиной случай особый, потому что кинули 3 раза подряд. Ну вот прям так конкретно, когда черное называли белым, а потом еще начали и хамить. Поэтому у этих элит кредит доверия закончился. Вот, и, соответственно, с ними я не вижу, что будет кто-то разговаривать. Каким образом завершать войну? Вот смотрите. Тут же тоже опять в зависимости от того, под каким ракурсом, под углом посмотреть. Вот эта вся история с столетним договором с Британией. Ну, там, понятно, поддержка военная, там, поддержка технологиями, там, все на свете. В общем, 100 лет, ура. Оно работает, когда мир. Ну, то есть, даже это можно называть в чистом виде, как вы, можно называть там косвенно, можно отвергать это мнение. Ну, вот условно, метрополия с колонии получает ресурсы и подпитку, когда плюс-минус все нормально. Не когда все полыхает. Просто понимаете, в чем дело? Американцы, опять-таки, со своим договором то же самое. Там первых наблюдателей в Кировоградской области уже там куда-то привели. Ну, на какой-то там рудник и говорят, вот смотрите, вот здесь там будем обустраиваться. То есть первые проекты какие-то пошли. Но это все работает, когда не гремят пушки.
А вот как бы перспектива о том, что пушки умолкли, ну, не вырисовываются никаких почему-то. Значит, соответственно, вот эти заинтересанты денег недополучат. Ну, то есть, а смысл им отдавать деньги, чтобы не брать ничего взамен? И то, что они отдадут, и то, что заберут, ну, там вряд ли сопоставимо, тем более, что проекты эти все, ну, надолго, то есть на годы, ну, давайте так, не будем десятилетия говорить, на годы. И Россия, в принципе, ну, судя по позиции, которая была озвучена ранее, не против, чтобы там сидели, присосались своим насосом и чего-то качали, выкачивали. Ну, например, там, да, из недр украинских. Вот, может, это масштаб компромисса, вот такой, ресурсный. Вот что я имею в виду, когда говорю там, давайте продадим эту войну. Ну, вот, продадим. Зеленский ее продает постоянно. Почему глобально нельзя ее продать, и Россия не может взять и продать эту войну? Ну, дело в том, что России продали самой билет на эту войну, потому что цель этой войны, напоминаю, чтобы индейцы друг друга уничтожали. И так как никто, кроме России, подлинно не заинтересован в завершении конфликта, ну, еще отчасти в этом может играть там Венгрия со Словакией, как мы видим, да, но в принципе им и так неплохо. И как показала текущая ситуация, что ну, города, вот мы смотрим даже хронику из городов пост-Украины, ну, в общем-то, там уже идет мирная жизнь. Очень как бы во многих центрах города. То есть, где-то ловят ТЦКшники стая человека, охота идет, а где-то, в общем-то, продолжается веселье и все как было. Поэтому нам тоже не надо самооблучаться пропагандой, да, потому что мы представители политизированного меньшинства. Вы попали там, под раздачу, под санкции, да, то есть на острие. У меня позиция вообще особая, да. Ну, не знаю, я 20 лет. Я после первого Майдана предупреждал, что все идут прямой дорогой на войну с Россией, потому что делают самоцелью такую войну. А после 08-08 в Грузии было совершенно уже очевидно. Поэтому я не вижу внутри пост Украины ни одного заинтересанта, вот именно группы лиц, то есть какого-нибудь олигарха влиятельного, ну, какой-нибудь институт, вроде, например, там, спецслужб каких-нибудь, да, или, а других-то институтов и не осталось, по большому-то счету. Промышленников уже нету, вот, там, моряков тоже уже нету. Что там осталось из институтов? Поэтому они находятся уже в ситуации, когда мясо, ну, вот фарш назад ты уже не провернешь. И эта ситуация очень похожа с украинскими националистами. Они всегда, ну, все националисты попадают в эту ловушку. И украинские попали, когда хочешь не хочешь, а ты будешь пособником Гитлера. Ну, вот нравится тебе это или не нравится. Потому что, как нас учит Дмитрий Юрьевич Пучков, да, став антисоветчиком, ты рано или поздно станешь русофобом. И крикнув один раз, значит, смерть москалям, никуда ты уже не денешься, потому что за другие идеи никто не платит. И попасть можно под любую раздачу. Это вот яркий пример. Арестовали на днях у нас буквально соратника, ну, не соратника, а заказчика в убийстве Кивы, который всем успел побывать. Оказалось, что это коммерс, если не ошибаюсь, какой-то армянской фамилией. Дела, в общем-то, сугубо коммерческие. Но, как мы помним, это убийство, как оно было выгодно всем с политической точки зрения. Да? Как радовались этому на Украине, да, как у нас все, значит, вот это и у нас тоже все прошла украинизация. А дело было сугубо коммерческое. Это я просто к чему привожу этот пример. Потому что все, кто начал строить бизнес на биореакторе, и не зря говорят, замазал руки в крови, это уже, ну, я не теолог политический, да, но это что-то по продажу души дьяволу. А о том, как это наши предки рефлексировали, я очень советую посмотреть мультфильм Киев-научфильма 1981, по-моему, года. Называется «Каиновы слезы». Не смотрели? Нет. Он был настолько успешен, что его даже он сначала вышел на украинском, вот, а потом его перевели в том числе на русском. Он есть на всех площадках. Это о приключениях украинского националиста, вот, начиная с начала 20 века. В мультяшной форме. Этот Киев-научфильм – это те же, кто
«Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ», ну, такой узнаваемый стиль. Я просто всем советую этот мультик 15-минутный «Каиновы слезы» посмотреть, где, в общем-то, показали предки то, как тех, кто встал на кровавую людоедскую путь национализма, рано или поздно тебя на путь Каина, в общем-то, приведет. Поэтому, с моей точки зрения, с теми, кто уже замазан в этом биореакторе, говорить не о чем. Но это похожая ситуация, если вы вспомните, когда уже дело было швах в нацистской Германии. Кого отправили на переговоры? Контр-адмирала Дёница. Почему? Потому что все остальные эсэсовцы, не с кем говорить, да. То есть, там Гиммлер, может быть, и хотел бы вести с кем-то переговоры. С ним никто переговоры уже не вел. И вот здесь ситуация, в общем-то, очень-очень похожая. Есть такая мысль, ее, кстати, депутаты озвучивают украинские, о том, что Соединенные Штаты, откуда-то, может, инсайт, может, так просто придумалось, ветром навеяла мысль, что Соединенные Штаты Америки готовы дать Украине гарантии в обмен на территории. Или там территориальную сговорчивость, давайте называть это по-другому. Почему это отброшено двумя игроками? Я сейчас Украину даже не беру. Там, понятно, Конституция, Зеленский 1000 раз это рассказывал. Почему это отбрасывают британцы и почему это отбрасывают в Москве? В Москве это отбрасывают потому, что в Москве хотят увидеть шаги. Потому что обязательств на себя взято было Киевом огромное количество. Еще со времен совместной ГТС. Это же был перманентный развод всей власти, что брались обязательства, получались деньги, получались всякие ништяки, вроде, например, еще дешевого газа, да? А потом проходило несколько лет, и украинские элиты такие говорили, как в анекдоте, ручки-то вот они, а мы не виноваты, кризис произошел, пришла оппозиция, все, я не виноватая, как Тимошенко, да, это постоянно так изображала, я не виноватая. Вот это вечная история, и с моей точки зрения, в России долго запрягают. Поэтому гарантии безопасности, всерьез к России будут относиться к гарантиям безопасности, когда Украина начнет предпринимать действия по ликвидации причин этого кризиса. Сейчас приведу пример. Например, надо бы начать с того, что улицы назад надо Бандеры начать переименовывать. Да? Надо начать с того, что не рашизм сейчас, не закон о рашизме принимать, да? А наоборот отменять вот эту норму про проведение переговоров. То, что они запретили переговоры с Россией. Да? И если бы в России увидели, что в Киеве идут по пути легкой деэскалации хотя бы, открывают какие-то про русский язык. Вам же прямо сказали, есть два ключевых параметра. Русский язык и что-то... Вы пропали, Александр, у меня пустой... У России же два маркера, по которым относятся всерьез власти в Киеве. Язык и церковь. Я уверен, если бы в Киеве пошли бы по пути деэскалации в этих двух вопросах, то, возможно, с ними бы и начали бы разговаривать. Снимите уголовные дела против священника. Что-то сделайте, чтобы мы увидели, что вы не паузу хотите. Потому что в Москве-то что считают? Хотят сделать новые Минские соглашения. То есть, под видом перемирия продать паузу, начать активно вооружаться и, в общем-то, получить тактическую паузу и превратить ее в новый виток. Нет, на это точно никто не пойдет. Потому что это очевидно, что после того, как началась война ресурсов, а сейчас, это Димура рассказывает много об этом, да, объясняет. После того, как началась война ресурсов, в России выгоднее вести войну ресурсов. Потому что у нас их больше, а самое главное, мы на свои воюем. То есть, нам не надо что-то придумывать для того, чтобы получить нефть, она своя, и переработка своя, и все Смотрите, остальное. тут же вы же видите, какая история. Там, мне в начале недели даже определенный был пикировка. В каком плане? Ермак же как пишет? Говорит, смотрите,
Дефицит. Вот это должен почувствовать россиянин. Любой. Понятно, на что направлены удары Украины, о том, чтобы все почувствовали там с топливом, например, дефицит. Понятно, что есть проблемы, не без этого, удары не проходят бесследно. Зеленский прямо говорит, мы будем там Усть-Лугу бить, ну, четко, конкретно, цель прям вот заявляет, публично и открыто. Хотя, по идее, ну, в его позиции он бы мог, на его имеется в виду роли, да, де-факто президента, де-факто, да, он бы мог сделать хитрый прищур, ну и все. И это, в принципе, роль его такая. Но нет, четко есть цель, четко есть задача. Ермак пишет, дефицит, россияне почувствовали дефицит, как бы они поняли, что такое война, и, в общем, это вырастает, но опять-таки, там не очень корректная параллель, говорит дефицит, и типа, как в Советском Союзе. Мол, хочет Россия Советский Союз, вот получай себе дефицит такой, да? То есть, когда у тебя нет топлива и всего. Там, правда, это все спорно, бьется. Ну ладно, не будем вдаваться в подробности, потому что на самом-то деле вот там 80-е годы, да, там, да, дефицит, но купить можно было все. Ну, вот эти джинсы, всякие там магнитолы, какие-то там вот эти все, абсолютно все предметы роскоши, все знали, где это купить. Ну, короче, все понимают, да, то есть рыночная экономика, она как бы ворвалась, а там и гласность, перестройка и все остальное. Ну, то есть нормально все было. Дефицит – это вот немножко не то. Но это переросло в целую концепцию. Просто умопомрачительную. Причем военные пишут о том, что, смотрите, мы ж не глупые, мы все понимаем. Наша задача сделать так. Через войну, через там, международное давление, Трампа на это уболтать, чтобы у России не было денег. Дрон собрать, пушку смастерить, танк заправить, ну и так далее. Чтобы не было. И тогда мы понимаем, что российская армия не убежит. Они, ну, понятное дело. Тогда хотя бы фронт станет, где-то может откатиться, где-то мы там пойдем в какое-то наступление, где-то вот стабилизируется на каких-то рубежах. А потом, ну, условно, уже и договариваться. И вот тогда да, тогда вот мы вот сможем. То есть, это же четкая линия, по которой идет Зеленский. Почему не работает? Сейчас попытаюсь разобраться. Ну, тут есть два аспекта в такого рода заявлениях. Аспект, то, что вот через мою профдеформацию когнитивной войны, да, и сетевой пропаганды, это они начали простраивать идеологему, объясняющую, почему нужно воевать до последнего украинца. Потому что я напоминаю, что первых 3 года была неистовая вера в вундервафли. Началась она с чего? С фаус-патронов, ну, в смысле, с джавелинов, да? Потом была вера в байрактары. Ну, я просто напоминаю, да, в 3 семерки. Это было все в рамках огромной веры в мир с нами и такой глобальный контрнаступ. Это развеялось, и они последние 1,5 года ищут почву под ногами идеологическую для того, чтобы объяснить, а почему войну нужно продолжать, ну, почему биореактор должен работать, ЦК должно людей хватать. Год они боялись, что заказчик будет требовать пересменки, вроде в выборах. И они менжевались, я напомню. Ну, потому что непонятно, могут быть уголовные дела, где примут. За этот год им явно были выданы гарантии, что у вас проблем не будет. Второе. Было простроено на глобальном уровне, что просрочка не имеет особого значения. И в этом смысле им удалось даже наших убедить. Ну, потому что, я напомню, в начале вообще никаких переговоров с просроченным быть не может. Да? Ну, в общем-то, этот вопрос решили. Это же что такое, вот то, что в пропаганде называют просрочка? Это проблема легитимности. Потому что легитимность любой власти, она держится на внутренней легитимности и на внешней. Внутренней легитимности у Зеленского нету, выборов не было, рейтинги катятся непонятно куда. Есть только внешняя легитимность, и они ему обеспечили, и он за этот последний год, ну, уже прошел год с момента избрания Трампа, да? Ну, фактически, да? И за этот год он получил, собственно, гарантии. Поэтому то, что они простраивают сейчас, вот эта война до последнего украинца или биореактор, это новая пропагандистская завеса, мишура, фальш-панель, с помощью которой они будут продолжать дальше топить биореакторы. Это первый аспект. А второй аспект про дефицит и почему они говорят эти глупости. Вот. Это все, ну,
Дело в том, чтобы понять политика, надо в том числе читать его биографию. То есть, откуда он формировался. Потому что политик – это же надстройка над какой-то деятельностью. Вот. На Украине политиков не осталось с вообще с нормальным образованием, хоть каким-то еще советским. И самое главное, с опытом жизненной деятельности. Ну, вот как они представляют, что такое деньги? Это же все продюсеры, спекулянты. Вот. Они представляют, что деньги берутся в банке. Вот. И второе, что это люди, которые привыкли действовать за счет внешних денег. Да? То есть, что они что-то исполнят, да, они за это получат деньги. А с точки зрения ну, вот, экономики, да, деньги – это эквивалент. Это эквивалент того, что производится в плане ресурсов, технологий, товаров, услуг и еще чего-то. Да? И вот в ходе вот этого развитого товарооборота, который разворачиваются, деньги, собственно, появляются как феномен. Да? И для страны, как Украина, где деньги, как манна небесная, откуда-то сверху сваливаются, непонятно за что, свойственно вот такое мышление человека, да, что вот не будет денег, воевать не будет. Если бы было бы экономическое мышление, то было бы логично рассуждать о том, что там, инфраструктура, ну что производит деньги в России, да? Это же не только нефть с газом. Если мы посмотрим на структуру нашей экономики, мы увидим, что нефтегазовые доходы – это порядка 30-40%, а все остальное, вот, а машиностроение, а сельхозпроизводство и так далее и тому подобное. У нас в Ростовской области, в Краснодарском крае, вы, если захотите что-то посеять, фиг вы что-то в аренду возьмете, как в лучшие времена в Одесской области и в Днепропетровской. Потому что сельхозпроизводство тоже очень развитое. И обратите внимание, Россия по экспорту зерна бьет рекорды за последние годы. И по многим массе других параметров. Поэтому создать ситуацию, чтобы у России не было денег, это признак политэкономического идиотизма. Ну, вот как греки называли идиотами кого? Тех, кто не хочет и не умеет разбираться в политике. Они ж так, ну, вот отсюда же появилось название идиот. Поэтому это высказывание идиотическое. А вот теперь про мышление вообще и создание дефицита. Вот. В России, если есть дефицит, то дефицит понимания того, как далеко может зайти УПГ 95-й квартал. И нам это очень дорого обошлось, я считаю, в Курске. Потому что, я же напоминаю, это заход, рейд в Курскую область, он же как раз проходил вокруг вот этой вот ну, насосной станции, да, где проходили поставки газа. Да? И это явно была такая полусерая зона, ну, вот, которая как бы, газ же продолжает поставляться во многие вещи. Да? И, в общем-то, наши, я предполагаю, ну, долго предполагали, что с Киевом можно каких-то красных линиях договариваться. Ну, видать, это невозможно. Именно поэтому на воздух пошел азербайджанский нефтепровод в последнее время. Поэтому они перешли к войне тотальной. Для чего? Сейчас я объясню, для чего они все это делают. Да? Почему украинские города живут такой мирной жизнью, спокойной, во многом? Да? Ну, потому что местное население, оно, в общем-то, уже признала, что те удары, которые идут со стороны России, они идут в основном точечно, ну, туда, куда надо идут. Да? Ну, обращаем внимание, не начался никакой террор, как если с Газой даже сравнивать. Да? А Киеву нужна народная война. То есть, поэтому они будут максимально провоцировать российскую сторону на то, чтобы была вышиблена именно инфраструктура гражданская. Да? Я не знаю, были ли силы на это, не были силы, так как я не военный эксперт и к экономическим тайнам не допущен. Но то количество гераний, которое ну, растет с каждым ударом, да, я не исключаю, что вот эта война горючки, она, в общем-то, перейдет в большую энергетическую войну. И, может быть, этот сезон будет очень-очень жестким для жителей Украины. Финальный вопрос, он так прозвучит. Это, кстати, такой специфический, но я просто знаю, что вы долго проработали как раз таки на западе страны, прожили, проработали на западе страны, Украина.
во время сессии там, горсовета во Львове, короче, такое высказано было. Львов русифицируется. А, надо что-то делать. Надо спасать Львов. Ну, это один из местных депутат свободовец, да, тут выдал. Вообще, конечно, жуть какая, слушайте. Я думаю, что впору там Ивано-Франковску напрячься, Тернополю тоже. Что это такое? Львов русифицируется. Я просто не могу понять. Вот я всегда очень относился так скептически к этой истории, что проблема во многом в идеологии. Ну, вот эта идеология схрона, там, землянки УПА называют еще, но она, эта идеология, продуцирует пожирание друг друга, украинцами же, друг друга. И что условно там закончатся люди, ну, там, с юго-востока, да, там еще кто-то, как виноватые во всем. Да? Вот мы звали этого Путина, вот из-за этого и получайте. То они перекинутся на соседа вообще еще ближе. То есть вполне себе там, да, там война между двумя западными областями, ну это так футуристически, очень, очень образно, но идеологически подразумевается. Хотя, по сути, ну, тут бы во время такого лихолетия, потому что ну, для страны действительно тяжелая война. Ну, давайте так. Как бы там ни замазывали и шоу, где сияют витрины и горят фонари, в 95-м квартале не говорили, наоборот, нужно с пониманием отнестись, что жители из запада, ну, на запад приезжают, да, то есть с Харькова, с Донецкой области, там, Луганской, Запорожской, Днепра, Днепр тоже сейчас тоже, ну, в общем, они все едут туда, и, понятное дело, наоборот, надо поддержать, и сплотиться не получается. Как вы думаете, в чем истинная причина? В идеологии, то есть справедливо я рассуждаю? Конечно же, идеологический фактор не то, что нельзя сбрасывать со счетов. Его нужно в первую очередь анализировать. Потому что святое место пусто не бывает. И если ты не будешь заниматься собственной идеологической работой, то кто-то другой будет ей заниматься. На Украине была поставлена, ну, не занимались, да, и занимались кто ни попадет, да, то есть приехали из Канады непонятные персонажи, начали изображать из себя истинных украинцев, да, потом в пробирках всякого Сороса воспитали правильных евроукраинцев. И поэтому на Украине с идеологией всегда была вот такая, ну, вообще непонятно что, да, там всегда были как это, отдельно бандеровцы, отдельно мельникивцы. Но у всех была общая, вот у украинского национализма и евронационализма, я все-таки разделяю их немножко между собой, у них была общая черта, которая, в общем-то, и погубила, и в конце концов сгубит. Это был национализм такого ну, отношения с пренебрежением по отношению к собственным соотечественникам, которые должны всегда изменяться. То есть они вечно не такие. То есть был придуман некий идеальный образец. Ну, это всегда вот это убитая Фарион, да, то есть она вот постоянно о том, какие. Хто взірець? Взірець українства, взірець, да, образец. И вот из этого образца была слеплена абсолютно виртуальная картина. Ну, вот виртуальная. Таких националистов даже и во Львове было не сыскать днем с огнем, да? Но так как была героизирована вот этот персонаж, который должен всех остальных переделать, я когда-то в свое время писал текст, называется «Бремя оранжевого человека». Это в 2007, по-моему, году я как раз в Харькове работал. И я увидел вот этих заряженных людей в Харькове, вот, которые ездили питаться, так сказать, приникать к истокам в какие-то карпатские лагеря, еще куда-то фестиваль Бандерштат проводился где-то в Ровно, да, а потом приезжали к себе в родные края, там, Луганщину, Донецк, Харьков, Одессу, и начинали такие крестоносцы, то есть они такие были, ну вот, заряженные, мы приехали нести правильную веру, а вы, значит, неправильные, мы вас должны там как, перекрестить, не перекрестить, ну, в общем, обратить в нужную веру. И вот образовалась узкая прослойка людей, их не очень много. Грубо говоря, это вот по типу своему Ярош. Помните такого персонажа? Какой-то, ну,
чмо из Днепродзержинска, ничего из себя не представлявшая, но в течение 20 лет позанимавшаяся детскими лагерями. Вот, кто-то ему давал на это деньги, кто-то ему детей давал, да. И вот он за 20 лет вырастил себе свой молодняк. Это очень хорошо показано в фильме «Убить дракона» в финальных сценах, когда Янковского старого дракона уже убивают, да, а новый дракон с воздушным змеем, в общем-то, вокруг себя детвору берет. Почему? Потому что любой национализм и его форма нацизма – это очень подростковая идеология. Тут что очень важно, она очень эмоциональная, потому что поиск врага, переделка неправильного согражданина – это эмоции, это то, что называется пафос. Потому что если вот встать на путь, например, социализма, да, тут придется логос включать. Потому что как устроено классовое общество, какие противоречия, какие законы экономики. Даже на путь либерализма все равно нужно логос включать. А с ну это Гитлер об этом очень много говорил, да, как теоретик, что с толпой работать очень просто. И вот в результате на Украине образовалась узкая прослойка людей, которых идеологизировали о том, что они конкистадоры, они несут свет и должны переделать, так сказать, неправильных украинцев. Второе, эту узкую прослойку хорошо подкормили, а сейчас она еще встала на самообеспечение. Посмотрите на всех этих срочно сборщиков, ну, ваших, да, вот, которые выходцы. В тюрьме он сидел, а потом вышел и, в общем-то, был убийцей, наркоторговцем, а теперь как бы на дроны собирает. Я имею в виду там одесский персонаж и не только. Вот, потому что национализм позволяет сделать карьеру человеку, который, в общем-то, только на пафосе и на агрессии. И в результате вот эта узкая прослойка создана, но она же на передовую не спешит. Ну Не так спешит. скажите, как из народа толпу сделали? Прослойка-то понятно. Ну, как толпу очень просто сделать. Надо сделать нормой идиотизм. То есть, очень долго показывать идиотов и говорить, что они норма. Потом за этими идиотами начнут повторять новые подрастающие подростки. Потом это станет уже шоу-бизнесом. Это станет выгодно. А на третьем шаге вот эта вот толпа начнет задавать то, что называется тренд. Как это происходило? Ну, люди, в принципе, повторяшки. Да? Это очень хорошо. Я видел, как портили вкус жителям бывшей Украинской ССР. Это появились музыкальные программы, называлась, по-моему, «Территория А», что-то такое, да? Где все мытьи, это еще и начало 90-х, середина 90-х. Все эти певцы ртом, абсолютно бездарные, вот, которые в советской эстраде были третий эшелон, вот, ну, их даже во второй не пускали, да? Они внезапно стали образцами, так сказать, моды, да? И при там хорошей музыке Океана Эльзы, да, но он же картавый. Вот, картавый. Вот. При всей талантливости, значит, там, Руслан и Лыжичка, да, ну, Дыки Танси – это деградация. Ну, то есть, извините меня. Это высокая культура, а его низведение до какого-то дикарства. И в результате за 30 лет украинская культура ушла. Ну, до чего она развелась? Это либо деградация, вот, откровенная, которую все повторяют. Разум нас богато, нас не подолати. Помните, кого отправляли? Гринджолы, да? Вот, все стояли и притоптывали под откровенно тупые, в общем-то, те самые частушки. Ну и вот посмотрите, как это все прошло. В общем-то, мы имеем от Кобзона до Гринжол. То есть, когда-то Кобзона давала, так сказать, ну не только Кобзона, вот один из наших вообще лучших, я считаю, современных исполнителей Михаил Елизаров. Слышали наверняка какие-то его отдельные? Он же из Ивано-Франковска. Ну, вот. Он из оккупантов, родился в Ивано-Франковске, учился в Харькове. Вот. Почему? Он не мог себя нигде проявить. Поэтому это вторичность профессиональных украинцев, которые 20 лет сначала учили всех, какими нужно быть правильными украинцами, а потом решили, что они могут воспитывать еще с помощью силы и, в общем-то, ну, агрессии. А началось-то все, я скажу, когда. Я в этом смысле догадываюсь, когда все закончится. Когда во Львове горсовет добровольно улицу Дудаева назад в Лермонтово переименует, тогда, значит, они что-то поняли. А если этого не произойдет, ну, извините, значит, спецоперация будет продолжаться. Семен Уралов был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо.
Друзья, спасибо большое, что посмотрели это видео. Напишите, с чем согласны, с чем нет. Мне вот, например, территория А очень нравилась. Я прям балдел от этих выпусков. Вот оцените и вы. Напишите, что думаете. Главное, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.